От всей души приветствую вас, мои дорогие друзья, на авторском канале «Душевная история с Каролин». Спасибо всем, кто поддерживает мой проект, кто разделяет ноты моего душевного творчества. Спасибо за ваши теплые комментарии, за ваши отзывы. Они очень и очень мне необходимы. Любви вам, душевного уюта. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мою новую видеоисторию. История из реальной жизни. Авторская история «Небесное счастье». Весенний дождь тихо постукивал по стеклу каплями нежности и чистоты, привнося особые воспоминания Сильвии. Ведь 10 лет назад, дождливой весной, она встретила своего Николаса. На выставке картин молодых, малоизвестных художников во Франции, региона Рон-Альп. Здесь каждой весной всегда организовываются такие мероприятия. Сильвия увлекалась живописью с детства. Картины для нее – особая жизнь. Она погружалась в мир искусства, изображая палитрой красок свой мир, в котором нет потусторонних звуков. В ее мире есть только то, что она чувствует сердцем, ведь слышит она только душой. С 2 лет после перенесенного заболевания Сильвия потеряла слух и вот уже 30 лет живет в своем беззвучном, но слышащем сердцем мире. И вот в этот день, 5 лет назад, она стояла и всматривалась в картину «Небесное счастье». Это была глубокая философская живопись, в которой она увидела какой-то необыкновенный стиль, а вместе с тем очень близкий ее сердцу. Под картиной было имя автора. Она прочла: Николас Ламбер. Она была настолько восхищена таким произведением, что захотела больше узнать об авторе. Она подошла к администратору и попросила, написав свой вопрос в блокноте, который всегда был с ней, ведь она не разговаривала, только жестами среди глухих и письменно среди слышащих, и могла считывать с губ говорящих. Администратор выставки с улыбкой посмотрел на нее, прочитав вопрос, дал ей буклет с биографией этого молодого художника и его работами. И затем устремил ищущий взгляд на зал, указав на самого художника, который находился в инвалидном кресле, объяснив, что он вследствие серьезной травмы лишился возможности передвигаться и потерял слух, и стал писать картины. Сильвия решительно подошла к нему и на жестах выразила свою благодарность и восхищение за творческие работы. Николас был очень рад знакомству, ведь подобное общение сближает таких людей, ощущая, что не только мир глухой, но и мир творческий согревает их одинокие сердца. Они оказались соседями и стали проводить много времени вместе. Сильвия жила с бабушкой в большом доме, который достался ей по наследству. Папу она совсем не знала, а мама умерла, когда ей было 10 лет. Сильвия, кроме увлечения живописью, вышивала прекрасные работы.
делала открытки, разные сувениры. У них был свой маленький магазин. И ее работы не залеживали, их заказывали всегда. Николас жил с мамой. После аварии, в которой погиб отец, а он остался инвалидом, уже прошло 7 лет. Жизнь заставила его выучить язык жестов, но душа раскрыла ноты творчества, и он начал писать прекрасные картины. И вот сегодняшняя выставка сделала его известным в этом живописном регионе. Все 10 картин, которые были представлены, были раскуплены посетителями выставки. Но главное, эта выставка изменила ему жизнь. Он встретил Сильвию, и картина «Небесное счастье» открыла занавес к истинному их семейному счастью. Через год они поженились. Это была самая счастливая пара. А спустя еще 2 года у них родился сын, здоровый, слышащий ребенок по имени Ален, который стал для них той радостью, тем светом, который был им так нужен и необходим. Бабушка и прабабушка помогали воспитывать, потому как необходима была речь для слышащего ребенка. Ведь родители выражали только свои эмоции и любовь лаской и взглядом. Но Ален рос очень смышленным мальчиком, любознательным и очень добрым. Однажды в школе он принимал участие в конкурсе на лучшее сочинение вольной темы, и его работа «В чем секрет семейного счастья» была признана лучшей. Ален писал: «Семейное счастье – это когда приходишь домой, а тебя ждут. Когда среди безмолвной тиши ты слышишь любящее сердце своих родителей, всегда видишь их улыбку, и ты любимый сын, а родители – самые дорогие и такие мне необходимые люди. Не важны слова, важны чувства, а их мы слышим только сердцем. Поэтому мои родители особенные, они не слышат наш мир, как мы, но они слышат по-особому сердцем, потому что они мне смогли подарить свет счастья в нашей любящей семье. Счастье в семье – это когда каждый излучает счастье от того, кто находится рядом. Это как огонек одного сердца зажигает другое, и становится уютно и тепло всем. И слова не нужны, есть только чувства. Чувства моих любимых мамы и папы, которые делают мою жизнь счастливой. Семейное счастье – это дарение безвозмездной любви к друг другу в семье, несмотря ни на какие сложности и испытания. Прочитав это послание своего сына, в глазах родителей засверкали слезы радости и гордости. Это были такие мудрые и важные слова об истинном счастье устами их любимого Алена. А ведь на самом деле 2 любящих сердца в суетном мире создали свой особый мир семейного уюта, который сумел согреть, давая силы жить и неустанно творить, и слышать сердцем только то, что они выбрали, а выбор — быть счастливыми, рождая божественный дар. Это и есть настоящее счастье.
Счастье небес в синеве безмятежности, внутри сокровенных, искренних чувств, в сиянье любви и истинной нежности, душевной палитрой гармонии буйств. Семейное счастье в сверканье души, в любящем сердце взаимной улыбкой, подаренной свыше безмолвной тиши, звучащих аккордов играющей скрипки.